Привет! В этом видео покажу, как связать легко и просто идеальный круг. Вязать я буду из двух ниточек, чтобы изделие было более плотным. Начинаем вязать мы с волшебного кольца. Вокруг 3 пальчиков я обматываю ниточку, завожу крючок и захватываю ниточку. Другой рукой я фиксирую кольцо. Набираем 2 воздушные петельки. Начнем вязать мы с полустолбиков с накидом. Делаем накид, заводим крючок в кольцо, захватываем ниточку и провязываем. Опять накид, заводим крючок и провязываем. И так 12 раз нам необходимо набрать 12 полустолбиков с накидом. Я провязала 12 полустолбиков с накидом, и теперь можно закрывать кольцо. Мы просто потянем за наш хвостик, тем самым кольцо замкнется. Потихонечку подтягиваем, смотрим, чтобы ниточки не перепутались. Все, наше колечко готово. Теперь необходимо перейти на новый ряд. Итак, переход на новый ряд и дальнейшее вязание у нас будет за косичку. Нагляднее показываю иголочкой. За обе стеночки косички мы будем заводить крючок. Если так повернуть наше кольцо, то видно, что вот она сверху идет косичка. Поэтому в эту косичку будем заводить крючок абсолютно в каждом ряду. Итак, за первую косичку мы просто захватываем нить и сразу провязываем. Тем самым закрываем первый ряд. Все, наш первый ряд закрыт. Набираем воздушную петельку. И теперь в эту же косичку, куда мы сейчас заводили крючок, заводим еще раз. Тем самым мы переходим на второй ряд. Заводим крючок и провязываем. Опять туда же заводим крючок
Получается, мы 3 раза завели крючок. Один раз, чтобы закрыть первый ряд, и 2 раза, чтобы, соответственно, перейти на второй ряд. Вот наши первые 2 столбика без накида. Все остальные ряды мы будем вязать без накида. И под каждую косичку, в каждом втором ряду, мы будем провязывать 2 столбика. Соответственно, под эту косичку мы будем провязывать 2 столбика без накида. Мы заводим 1 и заводим 2. Тем самым мы делаем прибавки, чтобы наш круг расширялся. И так в каждую косичку по 2 раза мы заводим крючок, чтобы сделать 2 столбика без накида. В конце ряда у вас должно получиться 24 столбика без накида. Я подошла к концу второго ряда, пересчитываю столбики, чтобы точно проверить, что я нигде не ошиблась, не пропустила ни одну прибавку. И вот наша последняя петля, в которой мы будем заводить также 2 раза крючок. Итак, 1, 2. Переходим с вами на 3-й ряд. За эту косичку мы будем закрывать второй ряд. Смотрим внимательно, что если соединить, да, не перед ним косичку, а именно в эту. Заводим, захватываем ниточку и сразу протягиваем. Все, мы закрыли второй ряд. Набираем воздушную петельку. 3-й ряд мы провязываем без каких-либо прибавок. Под каждую косичку мы заводим крючок 1 раз. Исключение — это наша первая косичка, да, потому что первый раз мы заводим, чтобы закрыть ряд, второй раз, чтобы перейти на новый ряд. Соответственно, завели опять крючок под эту косичку, провязали. Теперь в следующую провязали, следующую провязали. Здесь не нужно думать, ничего высчитывать, мы просто вяжем столько петель, сколько у нас есть, соответственно, 24. И так до конца ряда. Я дошла до конца ряда, и у меня осталась последняя петелька. Чтобы, например, не путаться в петлях и не думать о том, что нужно ли провязывать или это будет лишним, просто пересчитывайте себя. Все, мы закрыли 3-й ряд. Сейчас будем соединять и полностью закроем его. Вот за эту петельку мы соединяем. Провязываем и еще раз провязываем. Наша воздушная петелька. Все, мы переходим на новый ряд. Начинаем вязать 4-й ряд. Заводим крючок в ту же петлю, в которую заводили, чтобы соединить ряд, и перейти на новый. И провязываем столбик без накида. В следующую петлю мы делаем прибавку
и провязываем 2 раза туда. Раз, два. Потом мы провязываем 1 раз и затем провязываем 2 раза. И так чередуем до конца ряда. Соответственно, у нас 1 столбик без накида, следующая прибавка. 1, прибавка, 1, прибавка. И так до конца ряда. Техника вязания данного круга очень простая, без каких-либо заморочек и сложной математики. Мы ряд от ряда вяжем с вами по-разному. Сначала мы вяжем с прибавками, потом мы просто повторяем. Соответственно, второй ряд мы сделали с прибавками, третий мы просто повторили. Соответственно, во втором ряду у нас было 24 петли, в третьем ряду мы тоже сделали с вами 24 петли. Четвертый ряд мы сделали с прибавками. И, соответственно, пятый ряд мы просто провязали без прибавок под каждую петельку. В шестом ряду мы будем прибавлять. Получается, каждый четный ряд у нас идет прибавление. Нечетный ряд мы просто провязываем под каждую косичку. Более подробную информацию я оставлю в инфобоксе. Вот, вяжите свои идеальные размеры и скоро увидимся.